Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам ритуал, который на языке духов. Я уже вам говорила, что язык духов – это особый язык. Есть определенные звуки, определенные вибрации, на котором общаются, то есть, так грубо говоря, разговаривают духи. Вообще, по сути, духовные создания, они понимают друг друга путем передачи мысли. То есть они не разговаривают таким образом, как мы с вами. Но духи делятся на различные категории. И во Вселенной их великое множество. Есть духи Востока, Запада, Севера, Юга. Духи темных сфер, светлых сфер нет. Есть темные сферы, есть злые сферы. Темные сферы делятся условно на светлых и темных духов, как мы привыкли делить, да, как добро и зло. Но на самом деле это неделимо. Как и магия неделима ни на черную, ни на белую. Но поскольку хотят понять условно, то есть созидательная магия – это белая, разрушительная – черная, так считается. Но это для простых людей, для людей, которые занимаются магией, которые знают магию. Они понимают, что она неделима. Ну, как бы там ни было. Иногда эти языки, таинственные языки, это язык вымерших народов. Потому что мы с вами уже 6-я цивилизация. Если мы, конечно, эту цивилизацию не разрушим. В чем я очень крупно сомневаюсь, видя то, что мы творим в данный момент, народы мира, да? Потому что основная часть истории человечества – это войны, убийства, захваты и прочее. Так вот, цивилизации, которые ушли, оставляют слой памяти, слой информации. Из этих слоев иногда приходят определенные языки нам на ум. Например, мы можем во сне разговаривать на непонятном языке. Нам могут прийти на ум непонятные слова. Иногда такое бывает. Обычно это бывает во время такого состояния, такого измененного сознания, когда это еще называется пограничное состояние, когда мы находимся немного в другом состоянии, чем обычно, нетипичное состояние. То есть наше сознание переходит эту грань, эту границу, и мы можем улавливать определенную информацию. У некоторых это долго длится, у некоторых кратковременные. Обычно так происходит во время сильного стресса. Когда у человека начинает внезапно открывается какое-то видение, внезапно он начинает видеть перед глазами кого-то, и это вполне материальное видение. То есть вот эта ширма падает на время. Но люди, у которых это дано с рождения, которым им это может приходить всю жизнь, и тем более, если они именно ведьмы и занимаются магией, как бы это их профессия, их призвание по жизни, они могут и понимать эти языки, то есть понять, о чем речь и какой направленности этим пользоваться. И отдать другим в том числе. У меня есть немало ритуалов на языке духов. Эти языки совершенно отличаются друг от друга. Совершенно. Есть некоторые слова, которые люди, скажем, узнают в каких-то своих языковых группах и предполагают, что это может означать и это, и то. Но это всего лишь несколько слов, которые из всех этих слов они выделяют и вроде сравнивают с современными языками. Подобные заговоры на языке духов могут приходить в состоянии измененного сознания, внезапно могут приходить во сне.
И эти языки совершенно разные. И знаете, как происходит? Ты записываешь это все, и она из тебя просто выходит и забывается. То есть ты при всем желании не сможешь вспомнить и воссоздать. Но ты через тебя это пришло, ты записала, и ты знаешь, для чего это. Очень много раз мне показывали ритуалы во сне. Как правило, у нас сон, я вам объясняла, что сон – это путешествие нашей души, выход души. А у ведьм тем более, она выход души, более такие высокие сферы. И часто бывало, когда я мучилась, думая о том, какой ритуал дать, каким образом, например, ту или иную проблему устранять. И ни один из этих ритуалов, которые я знала или мои личные, не подходили для этого случая. И во сне мне показывали, как это делать. И подобным образом я многие ритуалы создала и для практиков, которые работают замечательно, и для себя, и для людей. Хочу вам сказать, что с тех пор, как я вообще появилась на просторах интернета, ютуба, работа многих практиков пошла в гору. Именно практиков, имею в виду, их несколько человек, не скажу, что их там огромное множество. Но у них стало очень удачное колдовство, потому что с моими работами их результаты улучшились во 100 крат. И я хочу вам сказать, что эти люди поправили свое финансовое положение. То есть, по сути, мои работы, они на все случаи жизни. Если простые люди берут мои работы и делают, которые можно простыми, у них большие перемены, то представьте, какой силой обладают работы для практиков. И просто сейчас уже практикам незачем думать, гадать, где взять, как переделать, потому что очень много воды. Иногда бывает, что книга там, знаете, так, недешевая, скажем так, книга под 10 тысяч иногда. И покупают люди, поскольку там магия, и вот им интересно, знание все равно пополняется. И открываешь, а там вода водой. Буквально несколько таких более-менее стоящих заговоров, взятых там у бабушек, да, какие-то старинные, и все. А остальное такая мура, и спаси Господи, Иисусе Христе, и все такое там, верую во Святую Троицу, ни о чем. И поэтому, естественно, практикам приходилось оттуда взять, урвать что-нибудь, понимаете, это вы не понимаете, а знающий человек смотрит на, скажем, те же самые христианские заговоры и понимает маскированные там языческие заговоры. То же самое верую там во Христа, например, это древний языческий заговор, верую в дождь Бога и в посланников Его, и обращаюсь к Нему, и так далее, и так далее. Или верую в силу рода своего и пращуров своих и прочее. То есть человек знающий, человек профессиональный в этом деле, он понимает, о чем речь, но это все надо, знаете, обработать, переработать, почистить, улучшить. Ну, в этом случае им повезло, потому что здесь на все случаи жизни есть работа, на все случаи жизни. И можно взять и ритуал для всех тоже провести тем же практикам, оно получится с удвоенной силой. А можно взять ритуалы для практиков. То есть это все давалось через меня людям. И тем людям, которые помогают другим, и тем, которые себе хотят помочь и так далее. Вот примерно я вам объясняю, каким образом приходят подобные ритуалы на языке духов в том числе. Когда показывают наставники твои, духовные наставники, которые тебя ведут по жизни, защищают, обучают, и они тебе и показывают, и дают определенный заговор на языке духов. Этот заговор на языке духов я видела во сне. Оно мне пришло во сне, и мне была подсказка, что этот заговор для того, чтобы получить дары от Вселенной. То есть дары мироздания, я так и назову. Но дары мироздания в каком смысле? Это хорошая работа, это деньги, это удача в делах, это карьерный взлет и так далее. Но
поскольку ритуалы на удачу и на дары и прочее мы делаем с атрибутами богатства, по той причине, чтобы это все потом, то есть чтобы призвать, да, с помощью сил богатства и процветания, закрепить эти силы. Поэтому ритуал лучше провести вот таким образом, как я вам показываю. Во-первых, красная свеча обязательно. Разложите украшения, деньги. Зажигайте красную свечу в сумерки. Этот ритуал провести можно, в принципе, любой день, кроме четверга. И не нужно спрашивать, почему, как, вот потому. Кроме четверга. Четверг имеет немножко другую энергетику для такого ритуала, как этот. Читать нужно 6 раз, потом можете это все убрать, свечу потушить. Свечу можно и в другом ритуале, собственно говоря, если в этом ритуале он до конца не догорит. Провести желательно 3 дня, то есть 3 вечера к ряду, таким образом. И вы увидите, как из ниоткуда будут появляться дары, из ниоткуда будут появляться новые возможности и прочее, прочее. Очень может быть, что когда вы это будете читать, естественно, в голове будете держать картины, да, вы знаете, что вы хотите, и оно усиливает мысли человека, материализует мысли человека. То есть те мысли и желания, которые у вас в подсознании, они переносятся в реальную жизнь. Хочу вам сказать, что заговор очень необычный, очень сильный. Когда читаете, голова кружится. Но оно того стоит. Итак, начнем. Эвио асвио. Меасиду. Ваесо. Исемо аст. Ретамино ги. Ортава. Svi, Viero, Victero, Vicero, Malo, Esmalo, Gesero, Oresero, Mide, Mero, Maedero, Ivio, Savio, Ast. Lefavi aeso, Cavi astme, Gistare vio, Maaso, Miraso, Ae, Movie, maaso, cabrime dosime, ледифе саемо, авсерeu. Видите, какой необычный язык. Еще раз. Авио, асвио, эвио, асвио. Месаиду, ваесо, исемо аст, ретамино ги, ор, давасвия, виеро, Vicero, malo, esmalo, gestero, oresero, mide mero, maedero, ivio savio ast, lefavi aeso, cavi ast me, gistare vio, maso, miraso, ae imovie, maso, cabrime do, sime ledife saemo, avereu. Evio asvio, mesai duvaeso, isemo ast, retamino gi, orta vasvi, viero, vicero, malo, esmalo, gesero, oresero, mides mero, maedero, ivio savio ast, lefavi aeso, cavi ast me, gistare vio, maaso, miraso, ae imovie, maaso, cabrime dosime, ледифе, saemo avsereu. Я когда переписываю, у меня почерк, сами знаете, как у врача, поэтому иногда
Сама не понимаю, какая буква, путаюсь, так что извиняюсь. Ну, еще и усталость сказывается. Но я люблю работать. Работа меня отвлекает от дурных мыслей и успокаивает вообще нервную систему. Обычно мой рецепт от всех болезней, я говорю, работать не пробовали. Помогает очень, попробуйте. Для тех, кто на моем канале недавно, все ритуалы со временем в течение нескольких дней Яна выкладывает, набирает, все подробно выкладывает под роликом. Поэтому прежде чем написать, где можно найти значит, текст, посмотрите под роликом. Не пишите никогда свои почты, свои телефоны, потому что я вас заблокирую. По той простой причине, что я не хочу потом отвечать за тот случай, когда от моего имени кто-нибудь вам позвонит или напишет. Вы должны соображать, у вас должны быть мозги. Открыть и на весь мир показать свой адрес, свой email, свой номер. Мне кажется, ну, элементарно нужно понимать. И те, которые привыкли везде заходить, и вот, знаете, как в колхозе кукуевском, а чё, а где, а чё надо, а как делать, а чё текст, а текст когда будет, таких людей я выкидываю сразу, потом не удивляйтесь, что вы в черном списке. Вы должны уметь спрашивать по-человечески, как люди, если вам чего-то непонятно. А вот эти вот приказной тон, вы знаете, и то, что я на канале столько дарю, и что потом текст мы выкладываем, это не моя святая обязанность, это мое желание. Я делаю доброе дело, я помогаю людям. Но это, знаете, я не обязана, не должна никому ничего. Поэтому воспринимайте это как подарок судьбы, будьте благодарны и будьте вежливы. Это так, предупреждение. Так что вот насчет вот этого тоже. А чё, а где заговор? Сразу в черный список. Идите в своем колхозе тут разговаривайте или каким-нибудь магуйкам заходите и вот так приказывайте им. Здесь не смейте себя так вести. Здесь вас никто терпеть не будет и попу целовать в том числе. Потому что здесь я вам нужна, а не наоборот. Это помните всегда. Поэтому хотите человеческого ответа, ведите себя как люди. Вам здесь никто не обязан, не должен, здесь нету рабов, здесь нет прислуги и нет официантов. Заказы не раздаю. Так что потерпите пару дней, и, естественно, и описание, и ритуал будет под роликом. Читаю еще раз. Я прочитаю еще последний раз. Вам нужно будет читать 6 раз. Желательно 3 ночи кряду. Почему говорю 3? Ну, ночь или вечер, сумерки. Потому что обычно при первом же чтении иногда начинаются вот это вот дары, хорошие новости, и люди думают, что достаточно. Желательно прочитать 3. Так надо, чтобы это полностью как бы восполнилось. Свеча одна и та же, красная, но потом можно использовать в других ритуалах. Откупаться здесь не нужно, потому что здесь откуп вашей положительной эмоции от того, что у вас получится. Надеюсь, ясно выразилась. Итак, начнем. Эвио, асвио, меасиду, ваесо, исемо аст, ретамино ги, ор, тависви, виеро, викеро, мало, эсмало, гесеро, орасеро, мидемеро, маедеро, Ivio savio ast, le favi aeso, cavi ast me, gistare vio, maaso, miraso, ae imovie, maaso, cabrime, dosime, ledife, saemo, avsereu. Представляете, если это древний язык, насколько он красиво звучал, и как было бы интересно знать, кому он принадлежал, какой нации. Эх, сколько всякого неизвестного еще на земле, что нам предстоит узнать. Да, как там Шекспир сказал. Друг мой Горацио, в мире столько всего, что и не снилось нашим мудрецам. Все, дорогие друзья, удачи, возьмите, запишите еще один бесценный подарок.
вашу копилку. Всем удачи!